Приветствуем, ребята, на канале. Всем привет. Собрались сегодня вечером с Андреем по двум причинам. Первая причина – пробег 1700 километров. Да. По регламенту на 1500 надо обслужить воздушный фильтр. Разобрать, помыть. Последняя поездка была у нас, скажем так, по пыли. Тоже довольно пыльная. Да, пыльно было повсюду, что даже внутри шлема пришлось вытряхивать пыль. Поэтому фильтр надо... Штанов хватает на одну поездку. Да. И одежды тоже. А потом приходится ее всю стирать после поездки. Фильтр надо достать, посмотреть, помыть, смазать спреем, поставить на место. Ну, я у себя поменял. Я это всем показал. Посмотрим Андрея фильтр, как он выглядит. Да, уже разбор показывать не будем, да, просто покажем, как он выглядит. Разбор, да, не будем показывать, потому что, смысла никакого нет, разбирается все так же самое. А второй вопрос, какой мы решили, скажем так... Подвести итоги нашего топливного эксперимента. Да, потому что нужно все-таки до конца выяснить объем бака. А мы решили... Отсюда надо и отталкиваться. И отсюда только получится отталкиваться. В дороге это сделать тяжело. Поэтому решили в стационарных условиях сделать этот момент решить. Или так бы, конечно, не согласились, но ради контента, что уж греха таить, мы решили слить бензин. Полностью бензин решили слить. Здесь заправка рядом, мы докатим им вручную и опять под самое горло зальем. Моделируем. Человек едет, у него кончается бензин, он катит или как-то из канистры заправляет полный бак. Даже если на дне остается 0,5 литра, все равно больше он уже не заправит, правильно? Да. Чем влезет. Поэтому будем сливать, сколько сольется, и отталкиваясь от этого, идем на заправку, заправляемся, и вот мы знаем, сколько влезает в пустой бак. Потому что, больше, чем сольется, все равно никто оттуда не извлекет. Да. Попытаемся сушить его полностью. Так как здесь карбюратор, сделать это будет проще. Конечно, и на инжекторе я не стал этим заниматься, потому что сами знаете, как там, во-первых, насос лишний раз тревожить, на сухую, скажем так, его крутить нет смысла. Так поэтому, что, да. До следующего включения. До следующего включения начинаем разбирать. Ребята, вот видите, USB зарядка стояла, у меня нормально открутилась, но Андрея все-таки второй сезон, и, видимо, от температуры пластик потрескался, и буквально я дотронулся откручивать, и вот эти крепежи, они просто как аж крошатся. Понятно, мы посадим на двухсторонний скотч, да и все. Вот такая ситуация. Я понимаю, конечно, двигатель воздушный, рядом да, тут даже изолента, головка. Игорь, немножечко. Да? Да. Так что вот этот момент смотрите. Да, USB чарджер, да, этот USB. Я его даже не знаю, его можно перенести отсюда на самом деле. 3 ампера выдает. Да, это полностью, его можно вот сюда перенести к аккумулятору, я думаю, вытянуть. Может, зимой тогда, не зимой, да. Когда перед этим сделаем, может, да? Мы, может, подумаем, если мы перенесем куда-то, я тогда видео сниму, покажу вам. Но у меня просто такой проблемы не было, я как-то не обратил внимания, а вот сейчас, видите, такая проблема есть. Пластик, да, что, ребята, все, Андрей разобрал конструкцию, открываем, держи, сеточка такая же, как у меня, и фильтр, это его чистая сторона, а это, разницы особо не заметите, что 1100 проехал, что 1500 проехал, хотя у меня вот такое уже напыление, именно как пыли, да, вот эти уже еще не было видно, у Андрея уже видно, я не знаю, камера передаст или нет. Всего после поездки. Да, возможно, после этой последней поездки это очень заметно. Прям бархат такой на нем. Не летит и ладно. Нет, практически в ТО попали. Кто-то нам советует, что это еще рано в принципе. Да, кто-то советовал менять раз в 10 тысяч. Да, раз в 10 тысяч может надо менять. Это не про нас. Так что сейчас мы замачиваем, моем и начинаем заниматься вопросом номер 2. Так, ребята, фильтр сохнет, помыл Андрей его. А мы... Вода была достаточно грязная. Да, вода была грязная. А мы сейчас пока начнем сливать бензин.
Сейчас посмотрим, как эта процедура тут происходит. Я думаю, хомутик стяну руками. Ага. С краника сниму. Сейчас вначале с карбюратора еще должен стечь. Опа. Так, так. Он потек, смотрите. Все, ждем, пока стекет полностью бензин. Сейчас я... О! Сейчас руки вытру. Так, еще вот один момент хотим показать. Вот заправлялись под завязочку. И вот такие то ли пары, дальше. то ли... Даже не знаю, как это правильно назвать. То есть, наверное, все-таки не надо заправляться под горло. Ну, бензин. Угу. Будет видно, не будет. Внутри. Ну как, горловина заливная. Мы заливали так, чтобы... По кромочке там бензин, шло. да, чтобы ее, по крайней мере, захватывал. Просто это такая для нас была ватерлиния на тот момент, чтобы как-то сориентироваться, что мы одинаково наливаем топливо. Поэтому мы вдвоем так наливали. Топливо продолжает сливаться. Тут должна быть шуточка про посвети зажигалкой. Ребята, у нас зажигалок даже нету. О, еще один момент. Мы в поездке, наверное, не берем ни спички, ни зажигалки. Да, Андрей? Не, не берем. Вот так, ребята, вот это упущение. Спички надо возить с собой. И сосиски не берем, чтобы пожарить. Сосиски не берем. Там же спичек нету. Так, как там у нас бензинчик? Бензин уходит. Посвети фонариком, давай посмотрим. Не ходь, это, давай. Это топливный фильтр, да? Да, смотрите, тут есть топливный фильтр. Надо посмотреть тоже, когда происходит его замена. Я думаю, сюда можно ставить обычные автомобили. Ну, не автомобильные, они продаются, вот да, вот. карбюраторные маленькие фильтры. Ребята, все, полностью слили. Как сказать полностью? Полностью я не скажу, что мы слили. В баке бензин плещется. Да, в баке бензин плещется. Но в карбюратор он уже не идет. В баке, наверное, где-то еще 0,5 литра есть. Сейчас, если... Давай, наверное, может быть, фонариком. Да. Если это будет видно, то есть он отчетливо виден, что он там есть. Ну вот, наверное, камера чуть захватывает. Ну, то есть мере, грамм да. 500, я думаю, там есть. Исходя из того, что там 8,5, сейчас мы на заправке заправляем и смотрим, сколько влезает. Этот бензин только слить, если снимать бак. Смотрите. При том топливе, что там есть, все уже, ничего не текет. Сейчас мы даже заведемся, чтобы Да, вот... сейчас вот смотрите, давайте оденем и заведемся. Лампочка, естественно, мигает. Ну, пусть, да. Сейчас... Ну, это карбюратор еще в лаковой камере, наверное, да? Да, да, пусть поработает. Сейчас я открою чуть-чуть. Работает без воздушного фильтра, поэтому такой звук. Неужели столько топлива может быть в карбюраторе? В карбюраторе, да. Много тогда? Да. По плавковой камере там довольно-таки
порядочно, чтобы вот ему столько работать. А, все, Ну вот, начались. Все. Сразу нехватка мощности. все, ребят, Все. Но бензин как плескался, так и плещется. попробуй завести еще. Ну, ровно такое у меня было время эксперимента. Ну, это малый газ, все. Ну пусть вообще не газуй. Вот сколько. Ну, а сейчас еще и заведется. Газ уже не берет. Ну, это на Ну, каких-то это парах. на каких-то, да. Возможно, по трубочке капельки какие-то попадают в карбюратор. Ну, все, я думаю, тут уже. Поэтому, Ну, как плескался, так и плещется. да, пол-литра там Ну, остается. может быть, там 300 грамм или сколько-то. Но визуально, как будто он там есть. То есть сейчас мы заправляем, вот сейчас мы под горлышко, придется заправить аккуратно на заправке. И будем смотреть, сколько туда влезет после того, как мы обсохли. Как сказать, не обсохли даже. После того, как у нас заглох от нехватки бензина. Так, в темноте пробираемся на заправку. Ребята, Андрей один тащит. 125 килограмм. Тащит ради эксперимента. Катит его. О, своя ноша не тянет, говорит. Сейчас мы идем. Сколько нам выльется эксперимент? Сколько, да. Сейчас какая цена эксперимента будет? Заправляем 95. Заправляем 95-й, да. Хотя разницы не ощутили. Лили 92-й. Я особой разницы тоже не чувствую. Может, эффект плацебо Ну да. больший. Так, Так, ну что, И- ставим на подножку. и Андрей Открываем бак. начинает под максимум. Ключ на старт. Так, бак пустой, Игорек. Подсними. Да, бак пустой. Сейчас Андрюха начинает. Поехали. Делаем ставки. Да? Сколько, думаешь, войдет? 7 литров должно точно Ну, войти. я тоже думаю, 7 легко. Потом потихонечку будем. 5. Так быстро? Не, ну оно быстро, потому что бак-то... Ой, какая-то муха. Страшно. 6,35. Шесть с половиной. Даже сейчас с подножки уберем тоже ради эксперимента. Да, Игорян, убери-ка с подножки его. Все-таки он стоит-то Наклоненный. немножко наклоненный, да. Давай дальше. Я вот уже вижу, что мы практически залили так, Почти полный, да. почти полный. И 7 никто не угадал. Даже 7 Ну, может, нету. до 7 дотянешь. Но он уже просто, он будет опять так же Ну, самое. давай, вытрем потом. Давай, тяни до 7.
Нет, Игорь, все-таки она будет туда... Не-не-не, давай, 10 миллилитров осталось, Андрей. Давай. Давай, еще по чуть-чуть. Во, видишь, еще сколько? Давай по чуть-чуть. Я лучше тебе солью потом, через карбюратор. Сейчас в карбюраторе нету еще. Вот, мы 7,04. Вот давай таким макаром. Давай, видишь. Смотрите, ну заправить тяжело, я скажу его, потому что он куда-то уходит. Блин. Не люблю я такое. Ну давай, еще по чуть-чуть. Не, все, Игорь, ну глянь уже. Просто вот она под верхнюю. Ну точно все. Все, ребят. 9. 7,29. Больше уже мы туда, после того, как заканчивается бензин, залить не можем. От этой точки мы и будем отталкиваться. Я даже это сфоткаю. 7,29. Так, ставь на подножку, сейчас на салфетки возьму, если у них есть какая-то. Давай. Первая? Седьмая какая? Не знаю. Первая. О, Так, подожди, мы... свой эксперимент мы... Пруфы? Да, свой эксперимент мы практически закончили. Пруфы, Игорек. Камера включена, да? Все, пишем. Да. Заправлено даже больше, чем надо. Сейчас Просто покажу. ради эксперимента. Да, обычно мы столько не заправляем, потому что он все равно вытекает, и там получается не очень красиво. Подсвети. То есть вот. Заправляли по началу заливной горловины. Но, если быть честным, влезло 250-300 грамм вот это вот, Уже овер. Да. То есть уже можно, конечно, никто так заправлять и на заправке стоять, и эти 200 грамм выдавливать из пистолета. Если только вы не в пустыне Гоби, там, где с бензином беда, тогда, конечно, надо. Да, тогда надо каждую каплю с запасом. Ну, как вы видите ли... Следующее. Да. Сейчас мы скажем цифры по карбюраторной версии. А потом Игорек скажет цифры про инжектор. Смотрите. Инжектору. Ставим видео. Маленький вот этот коллажик. О, закрылся. Закрылся зато, да? Угу. Перед поездкой в Белоруссию мы заправили по полному баку. Практически сколько сейчас? Минус, может быть, там 150-200 грамм. Да. Заправляли тоже, старались на этой по же заправке. На этой же заправке, да. Вообще просто чистота эксперимента получилась. Видим следующее. Начало пробега 1300, конец пробега 1610. То есть я проехал 310 километров. Немножечко обсох. Среди вот таких красивых полей. В бак влезло 7,29. Исходя из этой цифры, что в бак все-таки по максимуму всего лишь 7, и в тот раз, значит, влезло, я не помню сколько. Это максимум, который Андрей может уместить в этот бак. Кто говорит бак 8,5, я не знаю, бензин остается, но бензин этот... Бесполезный, да. Как чемодан без ручки. Выкинуть жалко. Он есть, но его нету. Да. Его нету, да. Берем житейские варианты. Житейские варианты. 7 литров бак. То есть 300 грамм этих, мы уже впихивали. То он польется обратно, мне кажется. Да, если чуть-чуть накренить в повороте, он будет вытекать. У меня расход получился 2 литра 35 на сотню. Из которых было 200 километров, наверное, трассы. Наверное, так и есть. Но опять, особо мы не гнали, потому что по грейдеру мы ехали аккуратно. Да, это скорость, можно сказать... Это был не городской режим, но и не чисто трассовый какой-то. Потому что очень много было пересеченки, где первая, вторая передача, а это не экономичные передачи. Да, без светофора, без города. Да. То есть... Смешанный цикл, да, скажем так, это был. Да, возьмем, смешанный цикл. Поэтому получился 2,35. Игорек сейчас расскажет про расход на инжекторе. Заправлялся я с Андреем на этой же заправке в тот же день. И так же самое, практически по одной и той же ватерлинии мы заправлялись. Опять там плюс-минус 100 грамм, плюс-минус, эксперимент не повлияет. У меня было
после заправки, и даже видео есть про поездку в Беларусь, 764 километра. Один момент. Я не знаю, вот это видео выйдет раньше, чем я серию выпущу одну, или позже. Как где у меня в лесу, да, спойлер, в лесу у меня закончится бензин. Так вот, бензин у меня закончился на 1146 километрах. Сейчас у меня 1146 километров. И я обсох. Все, у меня кончилось топливо. Итого я проехал по спидометру 382 километра от заправки до полного бака и до того момента, когда у меня насос уже сказал, что насос, всё. когда Игорь заводился, слышно было... Что он уже начинал как-то, как вам сказать, как сёрбаешь кофе, да? И он уже не как может. будто он умирал у тебя. Умирал, да. Поэтому ему просто уже нечего было из бака забирать. Так что я уже начал заливать, и все, он как заработал, как молодой потом. Это к чему? То есть проехал я 382, и опять же я беру объем бака, ну пускай 7,5 даже возьму. Возможно, у меня насос чуть-чуть больше забирает. Ну, забирает с бака. Ну 8 я думаю тоже не возьму, возьму 7,5. При таком объеме бака 7,5 у меня расход 2 литра на сотню. Ну не 2, если быть точным, 382 километра проехал Игорь, и расход литр 96. Ну, мы округлили до 2 литров. На чем, возможно, я еще хотел заострить внимание. Андрей сопротивляется, но я скажу, я не буду цифры говорить. Имейте в виду, что есть погрешность спидометра. Везде разная. Она не может быть линейной, правильно? До 30 километров он показывает практически как есть, мы сравнивали с GPS. Да. Если едем больше, он уже начинает на 10 километров Привирать 9, 10, 8 километров, ну по-разному. Поэтому мы не стали считать вот эти процентные соотношения, решили, что будем рассказывать как по спидометру. То есть, опять же, как я говорю, как будет в эксплуатации вашей, нашей, в повседневной. Никто не будет вот эти высчитывать проценты, сколько по GPS, сколько по спидометру, сколько я влил на 200 грамм больше, на 200 грамм меньше. Нет, даже вы обсохнете, а у вас еще в баке будет пол-литра бензина. Даже если так, вы уже обсохли. Вам нужно знать запас вашего хода. Ну что можно сказать, если загорелась лампочка, можно проехать порядка, ну смело 60, наверное, километров. А на этом пробеге у меня начала моргать лампочка. А вообще, наверное, да, загорелась лампочка, проехали километров 30 и все-таки лучше, ребята, едьте на заправку. Да. Я думаю, данная информация именно ведет к тому, что нужно знать свой запас хода. Ну да, если кто-то собирается какие-то отдаленные уголки, где нет заправок, просто рассчитывать на это. Свой километраж считать от того, что у вас 7,200 литров в бак, ну 7, пускай 7. Да, лучше 7 перестраивать. Да. 7 литров в бак и расход, ну, инжекторная версия 2 литра, карбюраторная 2,3. Ну, опять тоже надо... Как мы ехали ехать, да. до красной зоны. То есть, если кто-то, может быть, лихачит, загоняет там за 130, там, соответственно, расход будет другой. Это тоже важный момент. Да, у нас основные обороты это 6000. 6 чуть больше. У Игоря 15, да, у меня все полностью стоково, 14. Да. Поэтому, как бы вот так. 425 рублей. 425 рублей заправили полный бак. И можно проехать 300 километров. Ну, о каком? Даже если бы он 3 литра расходовал, да ничего страшного. Единственное, что, ну не то что разочарование, зачем указывать объем бака, который ты не пользуешься. То есть мы всегда думали, когда же мы заправим 8,5 литров. Мы даже сейчас думали, ну 7 войдет легко, нет. Да, даже 7. Уже легко вошло, наверное, 6,5. 6,7 где-то. Да, дальше уже мы сняли его с подножки. Да, чтобы залить полный бак. Чтобы залить. И уже начинается вот это, что не на каждой заправке вы сможете делать. По чуть-чуть. Здесь пистолет хороший, да, он позволяет это сделать, не облиться. Свет хороший на заправке. Потому что если свет плохой, мы не увидим сколько. Ну, он отщелкнется и все. То есть тут мы много параметров соблюдать пришлось. И свет, и
Так, ну что, подытожим. Объем бака 7 литров. 7 литров. Рабочих 7 литров. Рабочих 7 литров. Да, давайте остановимся на том, что объем бака рабочих 7 литров. Эксплуатационных. Да. На которых вы будете ездить. Если вы обсохли, вы 7 литров всегда зальете. В нашем смешанном цикле получилось карбюратор 2,35 на сотню. Инжектор литр 96, ну пускай 2. 2 литра. Да, экономичней, но не намного. Ну, с чего и следовало ожидать. Конечно, чудес не будет, а куда еще экономичней. Поэтому, ребята, ездите смело, эксплуатируйте. Я думаю, эти данные вам помогут. Кто захочет... Не, у кого-то может быть другой расход, пускай напишет. Но вот у нас расход подтвержден экспериментом, Да. подтвержден пруфами. И лесными покатушками я выложу, вы это увидите, конечно, не исключаю. Может, это видео выйдет раньше. Тогда вы уже увидите это видео, как я в лесу обсыхаю, уже после. И где Андрей обсыхает, вы увидите тоже, но это уже будет после. Возможно, это видео просто я быстрее сделаю и, так сказать, выложу на всеобщее обозрение. Надеюсь, информация была полезной. Будем дальше катать, испытывать. Есть кое-какие еще моменты изменения, но это пока всякие тестовые режимы. Потом мы, если что, отснимем. Ближайшие поездки тоже какие-нибудь запланируем. Можете еще в комментариях написать формат роликов по времени. Я решил, что больше 25 минут, наверное, смысла делать нету. Немногие хотят больше времени тратить на просмотр. Можете написать об этом. Будем заканчивать, будем заканчивать, ставить фильтр, собирать. Андрею надо ехать домой. Мне просто идти домой, а ему ехать домой еще. Так что всем пока. Всем пока, всем До новых до свидания, до новых встреч.